Давайте немножко практичных советов дам из того, что я делал, и из того, что мне ближе, то есть про экологию. Самый распространенный случай, допустим, в горячем ключе. Соседи спускают фекалии либо в ливневке вдоль улицы, либо, что зачастую, прям как правило, в ливневке, которые идут между участками, то есть внутри участков, где никто не видит, как бы. Что вам надо делать? Вам надо, если вы чувствуете запах фекалий, а еще лучше, если вы видите, как эти фекалии сливаются, прям вот трубу видите, никто же особо не прячет. Прямо на этом месте сделали фото, потом сделали запись на камеру себя и повернули к этому месту и записали: сегодня 24 сентября 2024 года, я нахожусь там-то, там-то, по такому-то адресу, фиксирую слив вод, которые пахнут канализационными стоками с участка номер, допустим, 10А по улице Ольховой на проезжую часть или на территорию около забора. То есть обязательно в этом видео должно быть объяснено дата, место, событие, и, соответственно, вы как заявитель. Все, что нужно для составления протокола. Дальше, сделав эту запись, естественно, несколько записей сделайте на всякий случай, но одна должна быть вот такого вот формата. Вы тут же на месте вызываете сотрудника полиции, объясняете ему по телефону, что так и так я фиксирую правонарушение. Слив, предположительно, фекалий вне канализации. То есть это может быть ливневка на улице, это может быть в лес. Вам не нужно знать, куда это сливается пока. Просто фиксируйте. Естественно, полицейский не побежит вам помогать, скажет: да-да, потом когда-нибудь участковый приедет. Отлично. У вас уже видео есть, где вы все зафиксировали, наговорили прямо с датой, с временем, с местом, с событием. Вы спокойненько идете домой, ждете участкового, и когда участковый приезжает, берете участкового за ручку, говорите, что вот прям хочу вам показать, берете его, ведете, становитесь на этом месте, включаете камеру, наводите камеру на себя и говорите: я здесь, на улице Ольховой, дом 10А, вместе с участковым Тамукаем Сергеем Казбековичем. Он прибыл по моему вызову, КУСП номер 1234. Сегодня 24 сентября. Мы вместе с ним фиксируем изливание фекальных вод из-под забора дома 10А на прилегающую территорию, предположительно земли поселений. Вы записываете себя, Тамукай может или любой другой сотрудник полиции, участковый, не попадать в кадр. Но главное, чтобы вы проговорили, что вы в этом месте вместе с сотрудником полиции фиксируете это правонарушение. Можете прямо ему, наведя камеру на себя, спросить: Сергей Казбекович, а вы чувствуете запах говна и видите этот излив? И запишите его голос. Но снимайте вы себя. Себя вы имеете право всегда снимать. Если он промолчит, это на его совести. Главное, что вы спросили. Вот разбираем ситуацию. Вы видите, как, допустим, через ваш участок текут фекалии. А полиция, например, не хочет приезжать. Они вам, конечно, будут говорить: это не наше дело. Это на самом деле
просто наглая ложь со стороны полиции. Любое преступление, которое вы видите, это их дело. Полицейский обязан приехать, участковый или специальная группа, собрать информацию на месте. Дальше эти материалы они обязаны передать органам, которые выносят решение по этим вопросам. Может быть, даже уголовное, в зависимости от размера ущерба, масштаба и так далее. Очень часто полицейские говорят, это должна заниматься административная комиссия. Да, должна заниматься административная комиссия. И один раз я видел, как после многолетних усилий с моей стороны административная комиссия действительно ходила по улицам Ольховая, переулок Титова. И они видели, как соседи сливают фекалии в ливневые стоки. Ну, это почти все делают там. По переулку Титова почти все. Ольховая 8А, Ольховая 10А сливает легко фекалии в ливневые стоки. У них нет канализации. Ну, в лес. Те же двое. Ольховая 8А, Ольховая 10А сливают в лес. А вот Ольховая 4А Владимир построил себе канализацию. Хотя ему было далеко и тяжело, но он построил. Жадность, наверное. Так вот, административную комиссию вы, скорее всего, никогда не дождетесь, потому что ее попробуй еще уговори и организуй. Это же не от вас зависит. А полицейский обязан приехать. Ну, он может не хотеть, но обязан. Как только вы оформили материал с полицейским, у вас есть видео, как вы с ним протоколируете слив фекалий или, допустим, говноречку по вашему участку от соседа. Дальше вы смотрите, куда эти фекалии текут. Вернее, почем они текут. У вас есть номер КУСПа, есть должностное лицо, которое вместе с вами видело, куда эти фекалии текут, то есть это полицейский. И вы обращаетесь, например, все фекалии по Ерику между участками, между Березовой и Титова, они текут в конечном итоге в реку Псикупс. Так что вы копаетесь там в говне. Как это определить? Вы смотрите на карте Ерик, вы снимаете, как этот Ерик в трубе протекает под улицей Титова, потом попадает около газовой подстанции на Черноморской и Титова, попадает в приток Псикупса. Вот это то, что там течет, Ерик, официально по документам это приток Псикупса. И он идет вот так вот вдоль Черноморской, потом он идет вдоль, по Тараннику и выходит прям туда, в Псикупс. Соответственно, Псикупс — это краевая река, вам нужно обращаться в Министерство природы, вам нужно писать в прокуратуру Краснодарского края, потому что слив фекалий в Ерик, слив фекалий в ливневку, которая потом впадает в Ерик, это по сути загрязнение Псикупса, притока реки Кубань. Еще раз говорю, крайне полезным является исследование кадастровой карты. То есть вы берете кадастровую карту, смотрите, через какие земли проходит, допустим, этот Ерик. Если говноречка протекает, допустим, по землям лесного фонда, спокойно можете писать и в этом случае Министерство природных ресурсов. Если говноречка протекает по землям сельхозназначения, то жалуйтесь в Россельхознадзор. Жаловаться в Роспотребнадзор можно всегда. Хотя бы потому, что земли поселений. Обязательно где-то там да протечет эта река по землям поселений. Ну а полицейский — это ваш инструмент, который обязан для вас собирать информацию, фиксировать, как должностные лица, факт самого события, чтобы потом не сказали, что этого не было,
И, соответственно, дальше они эти материалы по подследственности должны передавать. Вы, конечно, с номером КУСПа, как заявитель, можете и обязаны следить, куда ваш материал передали, не потеряли ли его, не сделали с этим материалом такой глупости, как Вася Коржов делал, когда он в будущем материал составлял случайно или специально, но сделал так, что этот материал без исправлений невозможно было бы применить, соответственно, принять процессуальное решение. Вот. Ну, наверное, Вася случайно от волнения это сделал. Вряд ли я могу его заподозрить в том, что он получил взятку, поставил дату в будущем и передал такие материалы из прошлого в будущее в Роспотребнадзор, чтобы должностное лицо, которое продавало детскую просрочку, за что, в принципе, уголовная статья, не смогли привлечь никакой ответственности, потому что материал составлен некорректно. Нет, я, конечно, Васю не заподозрю ни в коем случае в то, что он специально допустил эту ошибку. И это хорошо, что Роспотребнадзор из Белореченска сказал мне о том, что а вот ты знаешь, что тут Вася Коржов такую ошибку допустил. Пришлось исправлять. И все равно к уголовной ответственности товароведа этого магазина на Кучеряву 42 не привлекли, только к административной ответственности. Ну так, хотя по закону все, что до 6 лет, это уголовка по идее.